Мужчины, здравствуйте, с вами Алла. Давайте сегодня посмотрим, какая женщина не находит места из-за вас. Кто впервые у меня в гостях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и выбирайте свой вариант. Это будет первый, это будет второй. Так, единички. Какая женщина не находит места из-за вас? И вот она собственной персоной, королева чаш. Это блондинка крашеная или от природы. Могут быть зеленый, голубой, цвет глаз. Как правило, невысокие, очень женственной фигуры. И по знакам зодиака у кого-то может отыграться рыбы, скорпионы и раки. Так, ну что, давайте посмотрим, что в этих отношениях происходит на сейчас. Какая энергия в этих отношениях? Так, женщина потеряла возможность с вами видеться. Что-то тут мужчина закрылся от этой женщины. Речь идет о том, что здесь мужчина. То ли вы ей поставили какие-то условия, то ли вы не хотите с ней общаться по какой-то причине, то ли вы ей здесь прям вот что-то такое сказали, ну вот типа такого, пока ты это не сделаешь, вот как бы мы с тобой видеться не будем. Или же мужчина здесь может какими-то манипулятивными техниками выдвигать условия. То есть не в лоб говорить, а, например, играться в молчанку. Женщина здесь не совсем понимает вот эти ваши манипулятивные, скажем, темы. По этой причине женщина залегла на дно, потому что она не понимает, что происходит с вами и в ваших отношениях. Первый вариант говорит о том, что мужчина здесь мог вести себя ближе дальше. Вы могли появляться, как будто все хорошо и отлично, потом бац, исчезли. Потом вы заняты, потом вы заболели, потом еще что-то. Женщина какое-то время не понимала, что происходит. И на этой основе она здесь советовалась с кем-то из очень близкого окружения. У кого-то отыграются подружки, у кого-то отыграются сестры. Может быть, родная, может, двоюродная, троюродная. И вот вы знаете, после того, как она начала советоваться по поводу того, что же происходит в ваших отношениях, вот тут-то ей чего-то и наговорили не очень хорошего про вас. Видимо, здесь посчитали, что вот то, как вы себя ведете, что это какой-то абьюз, что вы ее держите на длинном ремешке, что вы здесь как-то пытаетесь ее подстроить под себя. Да. И вот как-то тут, вы знаете, ее вот это близкое окружение, оно ей тут настолько наговорило всяких гадостей по поводу вас, что королева чаш в это поверила. Как-то вас тут разукрасили не очень хорошо. Из вас тут сделали какого-то абьюзера, какого-то нарцисса, какого-то, не знаю, газлайтера, какого-то тут прям вообще не пойми кого. Как будто вот вы тут прям сидите, играете и пытаетесь, вот как-то, знаете, как в шахматах. А вот я сейчас шах и мат. Королева чаш, в принципе, вот если бы не вот эти люди, она бы, наверное, как-то по-другому себя вела бы. Потому что, в принципе, здесь есть чувство к вам. Но за счет того, что, может быть, она очень молода, может быть, еще очень маленький жизненный опыт. Потому что вот те женщины, которые ей раскрывают глаза на происходящее, вот они здесь как-то очень категорически настроены. И вот они ей тут, конечно, понарассказывали кучу всего, после чего у королевы чаш, ну, можно сказать, что пропало желание с вами общаться и выходить на связь. То есть, если она замолчала, то она здесь замолчала не потому, что она вас не любит, а потому что здесь очень много людей накапали ей на нервы по поводу того, какой вы нехороший, какой вы тут ужасный человек. И что ты будешь дальше делать? Ты будешь их слушать? Или ты будешь слушать себя?
Да вот вы знаете, вот как раз и непонятно. Здесь, кстати, мать еще может подключаться. Здесь суть в том, что вот те вещи, которые они рассказывают, вот они как раз очень логические, эти вещи. И как раз вот ее подружки, ее мама, вот они как раз рассказывают какие-то вещи, которые сама королева чаш, она понимает, что ну да, они правы. Реально они правы. Все не просто так. Действительно, есть какие-то нюансы, которые указывают на то, что мужчина пытается подмять под себя мнение женщины, что он пытается ей что-то навязать. Мужчина пытается как-то вот свои какие-то правила игры внедрить. И самое интересное, что все те люди, которые разговаривают с королевой чаш, они считают, что королева чаш будет жертва, а вот этот мужчина агрессор. И по этой причине здесь может быть такое, что могут просматривать ее номер телефона, могут блокировать вас в телефоне, она даже может об этом и не знать, могут удалять смски. Поэтому кто-то из вас мог замечать, что вы, например, отправили смс, видите, что прочли, а ответа нет. Так вот, вы знаете, я хочу вам сказать, что у многих в первом варианте может отыграться, что это не она прочитала смс, а, например, прочитала ее мама или сестра. А сама королева чаш могла в этот момент вообще ни сном, ни духом про это знать. И вот, вы сидите тут, думаете, почему же она вам не отвечает, а на самом деле она вообще ни сном, ни духом об этом не знает. То есть ее родственницы прочли и удалили эту смс. Так, что делать? Какая рекомендация? Ребят, ну вы знаете, здесь давайте так. Здесь как-то все слишком далеко зашло. Вот первый вариант. Здесь все слишком далеко зашло, потому что здесь вмешались третьи лица. Здесь действительно вмешалось очень много людей, которые ей такое понарассказывали по поводу вас. Здесь вас так демонизировали. Даже если вы действительно здесь виноваты, все равно здесь как-то очень перекрутили, очень все как-то так снегативили. И из вас тут сделали просто там, не знаю, какого-то ужасного, нехорошего мужчину. Соответственно, если вы хотите, чтобы с этой женщиной вот хоть как-то вы тут смогли договориться, ее, грубо говоря, нужно где-то поймать на улице, я не знаю, где она у вас бывает, потому что смс-ки реально могут удалять. Ваш номер телефона просто могли удалить. Она могла даже об этом не знать или заблокировать. Поэтому, смотрите, тут надо где-то ее поймать, ну, в хорошем смысле, да, встретить ее в городе, и с ней наедине поговорить и спросить, что происходит, какие люди тебе мешают быть со мной. Потому что, ребят, иначе эту женщину можно здесь потерять. Она сама здесь, понимаете, она сама здесь в двойке пентаклей, то есть она сама понимает, что они не правы, но она как-то очень сильно попала под их воздействие. И сейчас, можно сказать, она как под гипнозом, знаете, когда ты вроде все слышишь, вроде бы все понимаешь, но тем не менее делаешь не то, что ты хочешь на самом деле. Так что, единички, вот такой вот здесь у вас получился расклад. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. А мы переходим к двоечкам. И тут у нас кто? И тут у нас аркан Звезда. Так, кто тут не может найти себе место? Какая здесь звезда не может найти себе место? Ребята, вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии и слушать расклад. Так, женщина тут почему-то отвернулась. Отвернулась, но при этом наблюдает за вами. А где ты наблюдаешь за мужчиной? Ребят, знаете что? Это может быть ваша бывшая. Это может быть бывшая, которая сама от вас ушла, сама сказала, ты мне больше не нужен. Теперь у вас есть уже другая женщина. А теперь бывшая проснулась и очень активно начала интересоваться вашей личной жизнью. Здесь может быть такое, что если она знает, где вы живете, она может вас караулить. Нет, не набрасываться на вас и на вашу новую женщину, а просто издалека смотреть.
какая у вас теперь женщина, какие у вас отношения. Если у нее есть соцсети, она будет ее выискивать в соцсетях и смотреть, какая же она, что же вы в ней нашли, насколько вы с ней счастливы. Здесь идет очень сильный мониторинг вас и этой женщины. Если женщины нет, то здесь просто будет она тогда выискивать, а что с вашей личной жизнью, а как вы там, а точно ли вы один. А зачем тебе? Почему ты такая любопытная? Ты же сама ушла. А вы знаете, ребят, здесь женщина думала, что вы за ней пойдете. Здесь женщина думала, что вы ее не отпустите. То есть она на самом деле не планировала уходить. Это был просто вот какой-то такой жест. Не знаю, на что она тут рассчитывала. Достаточно инфантильный подход, потому что здесь женщина почему-то думала, что когда она уйдет, то вы ее будете возвращать. А, видимо, получилось так, что вы ее не возвращали и не собирались. И получился облом. Может быть, вы раньше ее возвращали несколько раз, и она почему-то считала, что вот в этот раз будет так же. Потому что она ждала здесь какое-то непродолжительное время, что вы опомнитесь, что вы ее там наберете, позвоните, приедете. Но аркан повешенный говорит, что это не так. То есть вы, видимо, и не звонили, и не писали, и не искали ее. И потом, через какое-то время, она поняла, что ее надежды абсолютно глупые, что вы больше возвращать не будете. И вы знаете, могу сказать так, что ей до конца не дошло. То есть вот даже если вы решили, что вы с ней больше не хотите быть вместе, ей это не дошло. Не знаю почему, но вот здесь женщина прям уверена в том, что вы никуда не денетесь, что вы повыделываетесь там полгодика, 3 месяца, и все равно вы вернетесь. Здесь женщина, которая, смотрите, императрица, королева жезлов, ну куда там? Понятно, что да, это может быть красивая женщина, это может быть умная женщина, это может быть офигенная женщина. Но почему она так решила, что вот вы будете прям ее возвращать? Не знаю, это вам виднее, расклад общий, поэтому за всех тут, естественно, карты не ответят. Поэтому здесь женщина уверена в том, что ей выходить на связь не нужно, потому что вы будете ее возвращать. Время, видимо, идет, она понимает, что все-таки она ошиблась в своих просчетах, и вот на сейчас у нее начинается уже какая-то странная эмоция, типа в смысле, я не поняла, что теперь. То есть вот на сейчас она пока что в аркане повешенной. То есть она не понимает, что ей теперь делать, с чего начинать, как быть, с чем это связано, почему так. У нее слишком много вопросов, и ни на какой вопрос нет ответа. А что вам делать? Да, вы знаете, вот как-то пока что карты говорят, никаких активных действий предпринимать не нужно. Вы можете где-то показываться вот в тех местах, где она есть. Может быть, вы в каком-то торговом центре вместе раньше ездили на коньках. Вы можете поехать, не знаю, вот вы знаете, к примеру, в котором часу она там может быть, либо в любимом кафе, либо она там ездит на коньках, либо не знаю, там какие-то ваши любимые места, где вы точно знаете, что она иногда бывает там. Вот вы можете туда приехать с друзьями и сидеть там. И потом невзначай как бы вот заметить, что она есть, улыбнуться ей, пройти мимо нее, но не подходить к ней. То есть здесь необходимо дать понять, что ты мне нравишься, хочу быть с тобой, но я хочу от тебя тоже активности. То есть вы же не морозитесь от нее. Когда вы проходите мимо нее, вы улыбаетесь, но не останавливаетесь возле нее. Ну, как бы здесь, знаете, ребят, здесь должна быть какая-то справедливость в ваших отношениях. Здесь должно быть 50 на 50. В том плане, что вы ей показываете, что я хочу с тобой помириться, но я не буду как бы сам с тобой мириться. Вот я тут есть, вот я тебе улыбнулся, вот я тебе показал, что вот я хочу быть с тобой, ну а дальше давай сама. Потому что здесь женщина могла как-то себя некорректно повести изначально, думая, что вы будете сами с ней мириться. Поэтому вот как-то так отыграете, знаете, как вроде как и да, вроде как и нет. То есть пусть подумает. И вот так вот вы можете подстраивать себе встречи друг с дружкой, и через какое-то время, наконец-то, вы вдвоем захотите одновременно помириться и заговорить друг с дружкой. Так что двоечки. Вот такой у вас немножко хитро сделанный вариант.
На этом все. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Помним, что вы не звоните, вы только пишете в WhatsApp, Viber или Telegram. На этом всем пока!